Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Обожаю шить из мусора. Он такой красивый. А теперь все по порядку. Да, я иду в гости на новоселье. Подарки выбирала на сайте «Любимый Василек», потому что продукции такого качества в наших магазинах не найти. Что дарить на новоселье? На новом месте приснись жених невесте. Конечно же, новые подушки и одеяла. Я уже заказывала такие. Их распробовали и попросили повторить. В ортопедической подушке с гречневой лузгой сменный картридж. Можно вытащить, при необходимости подушку постирать, а гречневую лузгу поменять на новую. Она тоже продается отдельно. Подушки из верблюжьей шерсти моя семья оценила на ура. И одеяло из овечьей шерсти тоже брала такое, попросили еще. В общем, Миша наш, как в сказке, принцесса на горошине. Но Миша сказал, что он просто так в кадре работать не будет. Конечно же, порадовала его обновками. Новые футболки и шорты. И мама моя пришла мерить обновки. Домашний костюм и летнее платье. В общем, эти два мелких вымогателя ушли довольные. А я стала разбирать дальше ткани. Это такая красивая, яркая ткань рогожка. Все-таки я иду на новоселье. И очень нужный подарок, подушки и одеяло, хочется дополнить чем-то ярким и запоминающимся. А что я сделаю из нее, покажу в конце видео. А себе я заказала, ничего. У меня все забрали и выпросили. Сказали, ты посмотри, каким хорошеньким кусочком ткани была перевязана эта рогожка. Это же настоящая кромка. Мы знаем, что ты их любишь и собираешь. Кромки. И не поспоришь ведь. Вы помните, я шила постельное белье, и насобирались они. Добавила еще немного обрезков. Я откладывала их для пиццы. Заварила китайский чай. Сижу, наслаждаюсь. На ум приходят мысли древних китайских мудрецов. Жаль, по-китайски совсем не понимаю. Мои дорогие зрители, у меня к вам огромная просьба. Подписывайтесь на канал и нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. Еще нужен кусок плотной ткани. Нашивать буду много, густо, и ткань нужна крепкая. Для удобства можно на ее поверхности нарисовать окружности, чтобы шить ровно. В центр заготовки помещаем самый интересный яркий лоскуток и на него по спирали начинаем нашивать наши кромки. У кромок один край плотный, и он не будет осыпаться. Вообще, при шитье я сторонник того, чтобы не было открытых срезов. Даже обработка края зигзагом мне не очень нравится. Изделие выглядит неопрятно. Я, конечно, делаю так, но крайне редко. Вот и здесь тоже. Когда нашиваю маленькие цветные кусочки, стараюсь один край подвернуть. Ну а другие края кромки будут закрыты нашиваемым рядом. Нашиваем ряд за рядом, метод научный тык и божественное вдохновение. Когда я немного пошила, поняла, что надо было сначала всю заготовку вырезать нужной формы, а потом уже заполнять ее. Собираюсь я идти в гости на чай. И всякие истории вспоминаю. Когда моряки везли в Европу чай из Китая, это был совершенно неизвестный продукт. И никто не знал, как его надо вообще, собственно говоря, употреблять.
и один английский моряк привез своей матери чай, а что с ним делать, не объяснил. А та позвала гостей на дегустацию нового блюда. Этот чай поварили в кастрюлях, черную горькую воду слили, а гостям подали отваренные листья. Вообще в истории известен кофейный эксперимент Густава III, шведского короля. Жил он в XVIII веке, родился в 1746, а умер в 1792 году. Ему стало интересно, какой из напитков вреднее, чай или кофе. Король приказал провести эксперимент с использованием двух близнецов. Оба мужчины за совершенные преступления были приговорены к смертной казни. Их приговор был заменен пожизненным заключением при условии, что один из близнецов будет выпивать по 3 кружки кофе, а другой такое же количество чая каждый день всю оставшуюся жизнь. Были назначены специальные врачи для руководства экспериментом и доклада результата королю. Оба врача умерли еще до окончания эксперимента. Густав III, убитый в 1792 году, также не смог дождаться результата. Среди близнецов первым умер пивший чай в возрасте 83 лет, а второй близнец прожил на 4 года больше. А сейчас кофе – самый популярный напиток в Швеции. И смотрите сами, какая красота у меня получилась. 2 детали. Это заготовка для грелки на чайник. Как определить нужный размер? Возьмите ваш любимый чайник и сделайте примерку. Сборщик чая Раджа на плантациях Липтон в Индии, работающий за $1 в день, даже не подозревает, что он собирает его с любовью и нежностью. Точно такого же размера выкраиваем внутреннюю часть. Я взяла просто термостежку. И еще подготавливаем косую бейку. Я сделала ее 5 сантиметров шириной. Первым делом обрабатываем бейкой нижние срезы деталей. Сразу же складываю вместе лицевую красивую часть и внутренний утеплитель. Сижу, пью чай. На упаковке написано: по рецептам королевского двора. Изготовитель – город Фрязино. Не подскажете, кто сейчас во Фрязино король? После этого нам надо обработать верхний срез. Но чтобы все было аккуратно, лучше сначала прошить иголкой с ниткой, соединить эти детали вместе. А уже после этого будем обрабатывать верх косой бейкой. Из ткани еще сделаем петельку. Мы ее вошьем в верхний шов. Обратите внимание, как мы нашиваем косую бейку внизу. Мы ею немного обворачиваем детали. Когда будете зашивать вторую сторону бейки, лучше сначала ее подшить иголкой с ниткой, а уже потом прошить на машинке. Дошила я эту прекрасную, красивущую грелку на чайник. Кто бы мог подумать, что из кромок от ткани, которые выкидывает 99% швей, и нескольких цветных обрезков, получится такая невероятная красота. А так как я все-таки иду в гости, девочки, вот вам идея, как можно еще дополнить свой подарок. Мы дома варим варенье и не успеваем его съедать за зиму. Но можно взять несколько небольших баночек и в каждую положить разные виды варенья. Яблочное, клубничное, облепиховое,
желе из красной смородины. Все баночки красиво украсить и дарить сразу такой набор ассорти. Еще никто не отказался. А ткани, которую я показывал в начале видео, из нее получились замечательные кухонные полотенца. Чай не водка, много не выпьешь, но чай – прекрасный напиток. Главное, что он такого же цвета, как и коньяк. А вы, девочки, заходите почаще, подписывайтесь на канал. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!